Всем привет! В этом видео я открою вам секрет, и вы узнаете, от чего зависит ваше самочувствие, то, как вы выглядите и то, сколько вы будете жить. Все очень просто. Вы узнаете о клеточном питании и поймете основы. Те основы, которые должны нам даваться были с детства. Это то, чему мы должны учить своих детей, и чтобы возникло понимание у всего общества в целом. Это здоровье нации и лично ваше долголетие. Итак, давайте начнем. Обратите внимание на слайд. Будем идти слева направо. Видим 12 систем. Я перечислять их не буду, вы их все и так знаете. Это школьный курс биологии, который помог нам понять их работу, ну и в принципе узнать основы. Хочу лишь выделить одну из самых важных, на наш взгляд, систем. Это система пищеварения, которая включает в себя несколько органов, и от ее работы зависят многие системы. Как правило, одна система не выходит из строя. Она цепляет по цепочке и другие. Так когда наша система будет работать на 100%? Тогда, когда наши органы будут работать на 100%, ну это же логично. А от чего зависит работа органов? Конечно же, это ткани, из которых они состоят. И чем здоровее ткань, тем здоровее орган. Здесь все устроено настолько просто, что даже школьник эту информацию спокойно освоит. Я рекомендую дослушать до конца и пересказать, например, своему ребенку, для того, чтобы и вам закрепить, и ему было понятно. Итак, органы состоят из тканей, а ткани состоят из клеток. Мы — это триллионы клеток. Просто поймите, мы — это клетки, и каждая клетка нуждается в питательных веществах. Что такое код клетки? Это 114 важных питательных веществ: белки, жиры, углеводы, минералы, витамины, клетчатка, ферменты и вода. Суммарно это все 114 единиц. Я рассказываю вам, как устроено, чтобы вы поняли основу. Каждая клетка должна получать каждый день макро- и микроэлементы, которые я перечислил. Что будет, если клетка не будет получать питательные элементы? Соответственно, клетка не будет полноценна. Полноценная клетка производит только полноценную, а неполноценная — неполноценную. Соответственно, ткани формируются из неполноценных клеток. Так как у нас рацион не сбалансирован и часто мы переедаем углеводов, соответственно, мы не доедаем белков, полезных жиров, а про витамины и минералы я вообще молчу. У большей части людей эти микроэлементы в остром дефиците. Я не говорю про клетчатку, мы про нее тоже забыли, и воду в принципе мы не пьем столько, сколько того требуется. Поэтому все это не попадает в клетку просто потому, что это не поступает с пищей извне. И когда у нас хронический дефицит на клеточном уровне, и соответственно ткани, которые формируют органы, также неполноценны, как я уже сказал. Наверняка вы слышали такие словосочетания, как почечная недостаточность или ферментная недостаточность. Ну или все, что связано со словом недостаточность или каким-то другим похожим словом. Это означает то, что орган не выполняет возложенную на него функцию на все 100%. Вот здесь как раз и кроется весь секрет достижения вашего результата. Клеточное питание. То есть то, что мы даем нашим клеткам, то мы и получаем в результате. Либо это будет хорошее самочувствие, красивая фигура и долголетие, либо, ну, соответственно, дальше вы знаете. Если цель есть набрать мышечную массу, снизить вес или наладить работу организма, я имею в виду систему пищеварения, ну и так далее. То есть у каждого уже что-то свое сложилось за годы жизни. Результат зависит напрямую от кода клетки. То есть вспоминаем те 114 питательных веществ, в том числе вода обязательно. Когда мы имеем в рационе каждый день в полном объеме, соответственно, все складывается так, как нужно. Организм имеет внутренние механизмы, резервы. Когда мы даем ему все инструменты, он благодарит нас результатом того, что избавляется от лишнего, восполняет дефициты, и в целом мы себя ощущаем уже в новом теле, в новой фигуре и живем столько, сколько в принципе было заложено природой. Мы родились не для того, чтобы есть. Мы едим для того, чтобы жить. У нас есть два пути. Можно ничего не менять, а можно поменять питание, которое даст вам лучшее здоровье, внешний вид, активный образ жизни, прекрасное отражение в зеркале и позитивное окружение. Конечно, если мы ничего менять не будем, ситуация только будет усугубляться. А усугубляется она до тех пор, пока человек
не. Продолжение вы знаете. Положение дел усугубляется у всех по-разному. У кого-то постепенно, у кого-то интенсивно. Иногда это мгновенно. Рано или поздно мы достигнем того момента, когда организм прекратит свою работу, если нас врачи не спасут. Поэтому здесь нужно задуматься уже сегодня, какой выбор мы решили для себя сделать. Мы, консультанты, помогаем людям понять концепцию питания и поменять привычки питания. Даем человеку знания, помогаем и поддерживаем, видим ситуацию более объективно со стороны. Конечно, этот выбор гораздо предпочтительнее, нежели поход к доктору, который уже непосредственно решает проблему, с которой мы пришли. И решать эту проблему он нам будет либо медикаментозным способом, либо хирургическим путем, а может какими-то другими типами лечения. Когда люди приходят к врачу, они получают общие рекомендации, то есть не есть сладкого, соленого, копченого, не переедать и пить достаточно воды. Но это всем известные рекомендации, и это должно быть с детства. То есть ту культуру питания, которую сейчас мы с вами получаем новую, формируем новую, потому что та, она не годится, она только делает наш организм хуже и отнимает годы жизни у нас. И мы это должны передать нашим детям. Смотрите, когда люди, особенно те, кто сидел на диетах, знают, попадались на такую двойную ловушку, когда сокращаем калорийность, ну то есть не едим сладкого, углеводов простых, я имею в виду не переедаем, то есть как-то стараемся ограничиваться, то есть мы понимаем адекватно, что это нам вредит и не даст нам результат. Мы это убрали и одновременно вместе с тем убрали те питательные вещества, которые в принципе организм принимал, они там были, но да, калорийность была высока и каких-то продуктов было больше, допустим, вредных, да, но питательные вещества там тоже были. Мы их убрали и, соответственно, образовался дефицит. А взамен-то мы ничего не восполнили. Компания Herbalife Nutrition как раз таки и сделала то решение, когда мы убираем калорийность, сокращаем калорийность, да, те питательные вещества, которые мы убрали, но здесь они есть и в том объеме, в котором нужно. Все 114 питательных веществ, они есть. Поэтому оптимальная калорийность при высокой питательной ценности. Как раз то, что нужно нам для того, чтобы организм это начал усваивать, клетки получать, и, соответственно, мы себя будем лучше чувствовать и выглядеть так, как и нужно нам выглядеть. Если вам нужно улучшить самочувствие, поменять привычки питания, набрать или снизить вес, конечно, вам нужен консультант по сбалансированному питанию, который поможет объективно создать вам тот сбалансированный рацион, который будет помогать вам достигать этих результатов. Как раз таки мы существуем для того, чтобы вы себя лучше чувствовали, выглядели так, как хотите выглядеть, и были активными настолько долго, насколько это возможно. Пользуйтесь сбалансированным питанием, обращайтесь к консультантам. Если вам нужна моя помощь, мои контакты под этим видео. До встречи!